Добрый день еще раз. Как я вам обещала, вчера, поскольку эфир не загрузился, я сегодня выкладываю ролик, то есть ритуалы, которые вчера вам подарила, чтобы они у вас были. Дорогие друзья, это заговор, но его можно исполнить и как ритуал. То есть чем больше рвения, чем больше творческого подхода, тем больше шансов на то, что у вас получится очень сильно. То есть очень сильно достичь результата. Висар. Согласно древней закавказской легенде, есть алмазная гора, в которой живет дух или див, старик Висар. Висар – это казначей. Говорят, что именно от этой версии зародилась легенда про Али-Бабу и 40 разбойников, про это сокровище, пещеру сокровища и прочее. Но на Востоке немного другое, там другая интерпретация, а на самом деле корни действительно идут к мифологии, к теологии Закавказья, и именно к казначею Висару. Но этот дух, он, в отличие от, скажем, других сил, которые просто дарят человеку богатство, просто потому что он просит, этот дух дарит богатство тем людям, которые работают, зарабатывают честным трудом, а более всего тем, которые работают на себя. То есть это дух, который откликается на просьбу, и его просили. Его просили молодые, когда женились, создавали семьи и хотели, чтобы их жизнь стала, скажем так, более такой насыщенной, чтобы дом была полная чаша, чтобы жили в достатке, и дети были достойные. Обращались к Висару и начинали свое дело. Ну, например, покупали коров и начинали, то есть заводили хозяйство. У нас соседская собака что-то в последнее время надоела, воет, кричит. Одним словом, казначей Висар приходит и помогает, поскольку он щедрый, у него очень много богатства, ему не жалко для человека, но помогает тем людям, которые шевелятся, да, которые своим трудом зарабатывают свой хлеб насущный. Итак, читать нужно 8 раз. Я прочитаю, может быть, 2 раза, потому что у меня не хватит памяти для того, чтобы прочитать сколько нужно. Читать нужно 8 раз. Можно читать, положа руку на, скажем, деньги, на украшения. Можно читать, глядя на свой кошелек. Можно читать днем, можно читать вечером, ночью, это не важно. Можно подготовить алтарь, а можно без алтаря. Но еще раз говорю, что чем больше атрибутов богатства, чем больше притягивающих атрибутов богатства, тем сильнее срабатывает данный ритуал. Может быть, можно сравнить результат призыва казначея Висар, например, Анея, она как бы срабатывает у всех, Висар больше огненным знаком склонен, но может сработать и у других людей. В любом случае, это очень сильная работа и, естественно, даст результат, как и все другие работы. Начнем. Темной ночью священных теней я призываю, я выкликаю духа богатств, изобильной казны, хранителя злата с алмазной горы. Висар, Висар, неси мне в дар тысячи кошельков, набитых деньгами, сотни сундуков с мехами и шелками, дюжину мешков с богатыми дарами. Висар, Висар, я желаю, чтобы ты мне дал жизнь в достатке прожить, как сыр в масле, довольную быть,
Висар, казначей, с дарами ко мне направляйся, слово в дело обращайся, сыпься золото в мои закрома, украшай алмаз мои руки и пальцы, окутай меха мои плечи, шелка тело обнимайте, деньги в карманах живите, шедрый Висар меня услышал, озолотил меня и возвысил. Одна в сотню обернись, сотня в тысячи вернись, озолоти меня, обогати меня, духи слова взяли, да делом исполнили. Заклято. Хочу попросить еще раз и предупредить. Пожалуйста, не нужно писать под роликами ритуалы и заговоры. Яна освобождается и пишет. Каждый для себя напишите, если хотите, останавливая. Объясню почему. В сыром виде потом будет распространяться по всему интернету. Нужно, чтобы ритуал был с описанием и полностью очень подробно, как положено, как должно быть. Когда в сыром виде просто берете, оно идет по интернету дальше, понимаете? Не нужно, чтобы оно было в таком неразработанном, недоработанном виде. Оно должно быть как положено. Поэтому, пожалуйста, большая просьба, имейте терпение. Кому нужно, сами остановят и перепишут. Еще раз услышу вот эти тупые выкрики. А молитву, это не молитва. Молитва, идите к попам. Это заговоры, это ритуалы. Если очень нужно, человек перепишет. Люди, покупая или находя старинные книги, по ночам сидят, перелистывают эти рваные, знаете, страницы и просто как-нибудь выявляют эти буквы и переписывают эти древние знания, потому что понимают, что они очень сильны, они им помогут. А здесь, знаешь ли, даешь им в руки, очень сложно взять и переписать. Остановите текст, переписать, если тебе надо. Ничего страшного, человек должен стараться. Когда он старается, думает об этом, он пропускает через себя. Иногда люди говорят, что просто переписывали ритуал, и он получился. Не просто так, понимаете? Боги тоже видят старание человека. А то мы им суем в руку просто все разжевали, положили в рот, они глотать не хотят. Теперь сидят, а вот напишите, а вот скажите, что делать. Они даже не хотят досмотреть до конца ролик, чтобы понять, что надо делать. Так прежде чем делать, 3-4 раза смотреть, понять, вникнуть, потом делать. Понимаете? Это точно такая же ответственная работа. Одно слово не так скажешь, получится по-другому или вообще не получится. Неужели вы не понимаете, что магия – это точно такая же работа и труд? Итак, читаю еще раз. Темные ночью священных теней я призываю, я выкликаю духа богатств, изобильной казны, хранителя злата с алмазной горы. Висар, Висар, неси мне в дар тысячи кошельков, набитых деньгами, сотни сундуков с мехами и шелками, дюжину мешков с богатыми дарами. Висар, Висар, я желаю, чтоб ты мне дал жизнь в достатке прожить, как сыр в масле довольную быть. Висар, казначей, с дарами ко мне направляйся, слово в дело обращайся, сыпься золото в мои закрома, украшай алмаз мои руки и пальцы, окутайте меха мои плечи, шелка тела обнимайте, деньги в карманах живите, шедрый Висар меня услышал, озолотил меня и возвысил. Одна в сотню обернись, сотня тысячей вернись, озолоти меня, обогати меня, духи слова взяли, да делом исполнили. Заклято. 8 раз читайте, глядя на свой кошелек, открывая свои шкафы, разложив свои украшения, деньги, положив руку на деньги, или просто глядя на свое имущество, глядя на свою машину. Через некоторое время у вас это начинает приумножаться. Если вы зарабатываете честным трудом, если вы стараетесь, если Висар считает, что вы достойны. Если он вам поможет и действительно это сработает, значит, духи вас услышали. А следовательно, вы хороший человек. Как правило. Откройте мой ролик, посмотрите. Боги любят добрых сердцем. Понимаете, если человек гниль, у него может даже получиться, потом перестанет. Не у всех, конечно, по причине гнилья не получается, есть серьезные причины, но очень много таких людей, которые, ой, что-то вот не могу, а на самом деле ни хрена не делают. Знаете, спрашиваешь, а что вы делали? Да вот я вот несколько шепотков читала вот за 2 месяца. Здрасте, приехали. Если ты хочешь вылечиться из болезни, понимаете, серьезной, ты не пьешь аспирин там раз в полгода. Ты берешь и лечишься, покупаешь лекарства, делаешь себе уколы, я не знаю, системы ставишь, чтобы вылечиться. Точно так же здесь.
2 раза в месяц какой-нибудь шепоток читать и думать, что у тебя сейчас прямо деньги будут сыпаться, очень наивно. Нужно пробивать эту стену, нужно просить, нужно хотеть, стараться, нужно показывать свой почет, уважение к силам, и потом постепенно это раскроется и уже никогда не закроется. Понимаете? Вот мой вам совет. Собственно, как обещала, я вам выкладываю эти ритуалы. Чуть позже еще сниму, потому что очень много дел и вообще занято. Но не хотела просто оставить людей вот так, знаете, раз уж я им подарила новые ритуалы, хотела вам их отдать, чтобы вы спокойно могли их делать. Всем удачи и всех благ.